Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам старые фильмы, которые были выпущены до 1970 года. Всего у меня в коллекции 65 таких фильмов, но часть из них я уже показывал в предыдущих видео, и поэтому я не покажу сегодня фильмы Хичкока. Про фильмы Хичкока есть отдельное видео. Также не покажу диснеевские мультфильмы, которые были выпущены в данный период. И также в данном видео не будет советских фильмов. Про советские фильмы у меня также есть отдельное видео. И, наконец, не будет фильмов про Джеймса Бонда. Их тоже можно увидеть в видео про коллекцию фильмов 20 века Fox. А все остальные, чуть больше 20 изданий, я покажу вам в сегодняшнем видео. Начать я хочу с двух фильмов Серджио Леоне с Клинтом Иствудом из долларовой трилогии. Это второй фильм на несколько долларов больше, который представлен у меня на Blu-ray. И также фильм «Хороший, плохой, злой», также от режиссера Серджио Леоне, и также в главной роли Клинт Иствуд. Это два хорошо известных, любимых зрителями фильмов, которые давно стали классикой. Здесь хорошая музыка, которую написал Эннио Морриконе. Классика вестернов, которые есть. Такие вот два издания. Далее фильм 1967 года, который начал одну франшизу. Это фильм «Планета обезьян». Здесь рекламка. Присутствует внутренний арт, нарисованный из данной картины, где мы можем видеть главного героя и двух обезьян разумных. Такая вот классика, известное кино. И особенно самым запоминающимся является концовка данной картины, которая неоднократно пародировалась в разных других картинах, сериалах, фильмах. Фильм «Планета обезьян». Далее еще один любимый зрителями фильм. Это картина «В джазе только девушки», в котором у нас снялись Мерлин Монро, Тони Кертис и Джек Лемон. Это у нас фильм 1959 года. Представлен у меня на Blu-ray. Фильм черно-белый. И, конечно же, он также примечателен тем, что показывали его в советском прокате. Но название «В джазе только девушки» именно советского проката, в оригинале фильм называется «Некоторые любят погорячее». Такая вот картина. Далее еще два фильма с Мерлин Монро, которые вышли в один год, а именно 1953. Это фильм «Джентльмены предпочитают блондинок». И другая картина — это фильм «Как выйти замуж за миллионера». И у нас также снялась Мерлин Монро. Идем далее. И следующие картины, три картины объединены одним режиссером, а именно это режиссер Дэвид Лин. И сначала картина, которая была удостоена премии «Оскар»,
Это «Мост через реку Квай», в которой у нас снялись Уильям Холден, Алек Гиннес и Джек Хоггинс. Кстати, примечательно то, что данная картина и фильм «Планета обезьян» сняты по книгам, которые написал один и тот же писатель, а именно Пьер Буль. То есть Пьер Буль написал и «Планету обезьян» книгу, и «Мост через реку Квай». И за данную картину будущий исполнитель роли Оби-Ван Кеноби Алек Гиннес получил свой Оскар. Далее, еще один эпический фильм от Дэвида Лина. Это Лоуренс Аравийский. Венгерское издание. Присутствует внутренний арт данного издания. Издание однодисковое, поэтому здесь дополнительных материалов нету, кроме небольшого количества. Основные дополнительные материалы, они в двухдисковом издании. И, наконец, экранизация Бориса Пастернака «Доктор Живаго», также от Дэвида Лина. Последняя вот такая известная эпическая картина. Также стоит сказать, что некоторые актеры снялись сразу в 3 этих фильмах. Например, Алек Гиннес. Он появлялся во всех этих 3 фильмах в разных ролях. Такие вот 3 самых известных фильма режиссера Дэвида Лина. Далее 2 самых старых фильма в сегодняшнем обзоре коллекции. И оба вышли в 1939 году. Это у нас «Волшебник страны Оз». Такое вот издание. Двухдисковое. Здесь у нас на первом диске фильм, а на втором присутствуют дополнительные материалы. Это также есть дополнительные материалы и на первом диске. Далее «Унесенные ветром». Также данная картина вышла в 1939 году. Также у нас двухдисковое издание данного фильма. И обе данных фильма режиссером числится Виктор Флеминг. 2 таких известных классических старых фильма, и которые являются одними из первых массовых цветных фильмов. То есть, несмотря на то, что фильм 1939 года, обе данных картины у нас цветные. Далее 3 фильма, которые являются обладателями Оскара за лучший фильм. И первая картина — это у нас «Все о Еве». Такое вот издание. Внутренний арт с актерами из данной картины. И данный фильм у нас является обладателем Оскара 1950 года. Далее идем в 60-е годы. И Оскар за лучший фильм 61 года. Это «Вестсайдская история». Ремейк, который недавно снял у нас Стивен Спилберг. А это первая экранизация на большом экране данной истории, которая сама по себе является современной версией Ромео и Джульетты. «Вестсайдская история». Наконец, третий обладатель Оскара. Это у нас музыкальный фильм, мюзикл «Звуки музыки». То есть уже никаких внутренних артов нету.
И данный фильм в свое время заработал очень много денег. Очень большие сборы были у данного фильма, из-за чего он на некоторое время был самым кассовым фильмом в истории, опередив картину «Унесенные ветром». Фильм «Звуки музыки». Такие вот три картины, которые были обладателями Оскара за лучший фильм. Далее картина 49-го года про летчиков, вертикальный взлет. Фильм черно-белый. Здесь у нас снялся актер Грегори Пек, который больше известен по другому фильму, который я тоже сейчас покажу. А это фильм его «Вертикальный взлет». Фильм черно-белый. А фильм, за который он получил Оскар, это у нас картина «Убить пересмешника». Известный фильм. Экранизация произведения писательницы Харпер Ли, которая является обладателем 3 Оскаров 1963 года. Также известная культовая картина. Два таких вот фильма с одним актером Грегори Пеком. Далее фильм Грег Зорба. Вы можете не знать данную картину, но если вы слышали или видели «Танец Сиртаки», то вы должны знать, что данный танец появился благодаря данной картине. Фильм Грег Зорба. Здесь у нас снялись Энтони Куин, Алан Бейтс и Ирен Папас. Здесь видим, как танцуют сиртаки. А танцуют они сиртаки в самом конце фильма, когда у них ничего не выходит. Фильм Грег Зорба. Далее у нас «Пеплум». Эпический фильм с Элизабет Тейлор «Клеопатра». 4 премии «Оскар» 1963 года. Здесь у нас двухдисковое издание, потому что фильм длинный. Накатки отличаются. И фильм присутствует на обоих дисках. То есть одна часть на первом диске, другая на втором. И также дополнительные материалы. Так что общая продолжительность картины больше 200 минут. Фильм с Элизабет Тейлор, Ричардом Бертоном и Рексом Харрисоном «Клеопатра». Далее 4 фильма Стэнли Кубрика, которые вышли в данный период. И первая картина, это у нас также эпический фильм «Спартак». Картина 60-го года. Фильм, как я сказал, уже Стэнли Кубрика. А снялись в нем Кирк Дуглас в главной роли Спартака, Лоуренс Оливье, Джин Симмонс, Чарльз Лоттон и Питер Устинов. И это единственный фильм Стэнли Кубрика, на котором он был только режиссером. Потому что в других картинах он был режиссером, продюсером и очень часто сценаристом. А данная картина это единственная, где он только просто режиссер. Нанятый режиссер. Фильм «Спартак». Далее, следующая картина. Это фильм
«Лолита» по роману Владимира Набокова. Известная картина. Владимир Набоков сам участвовал, принимал участие в создании данной картины, так как написал сценарий, хотя его сильно изменил Стэнли Кубрик, но Набоков все-таки числился сценаристом, за что был номинирован на Оскар, но не выиграл его. Далее, еще одна картина. Фильм 1963 года «Доктор Стрейнджлов». Также Стэнли Кубрик. В формате 4К. Присутствует только русский язык в виде субтитров. Это у нас историческая картина на тему взаимоотношений между странами и ядерной войны. Такая вот картина. Фильм черно-белый. Так же, как и фильм «Лолита». И, наконец, последнее кино, которое вышло у Стэнли Кубрика до 70-х годов. Это фильм «Космическая Одиссея» 2001 года. Культовая известная картина с очень передовыми для своего времени спецэффектами, за которые Стэнли Кубрик и получил премию «Оскар». И несмотря на то, что фильм 1968 года, спецэффекты в нем могут до сих пор смотреться очень интересно. То есть фильму 50 лет, но спецэффекты для фантастического фильма у него относительно замечательные. И осталось у нас два фильма. Первый из этих двух фильмов — это «Завтрак у Тиффани» с актрисой Одри Хепберн и Джорджем Пеппардом. Известная картина «Завтрак у Тиффани», которая является экранизацией книги писателя Трумана Капоте «Завтрак у Тиффани». И, наконец, последний фильм, который уже относится к новому Голливуду и вышел на закате, на начале этой эпохи, является одним из самых знаковых фильмов нового Голливуда. Это у нас фильм «Беспечный ездок». Это у нас картина режиссера Денниса Хоппера. А в главных ролях здесь у нас снялись Питер Фонда, Деннис Хоппер и Джек Николсон. В формате 4К. И здесь у нас самая первая номинация Джека Николсона на премию «Оскар». То есть еще за фильм 60-х годов. Вот такая вот картина. Фильм «Беспечный ездок». Это был последний фильм, который хотел вам показать в сегодняшнем видео. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите следующих видео. А на этом все. Пока.